Всем доброго утра, хорошего дня и уютного теплого вечера. Я Надежда, и вы на моем канале, который называется Надежда Жилова. Сегодня я к вам с такой вязаной обувью, спортивной обувью, кроссовками. Размер по подошве 11 сантиметров. Я хочу вам показать, как я их вязала. Как я вязала подошву, как я вязала мысик, задник, как вязала язычок и также шнурочек. Я ни в коем случае не хочу вас учить, возможно, вы знаете даже больше меня. Просто хочу поделиться тем, что я знаю, как я вяжу. Если вас заинтересовала эта обувь, приглашаю вас посмотреть, как я ее вязала. Пинетки я буду вязать из Yarnart Jeans. 55% катон, 45% полиамид. Длина нити 160 метров в 50 граммах. Подошва у меня будет молочного цвета. Естественно, сначала я свяжу подошву, а потом уже все остальное. Крючок у меня 1,9. Ну что ж, приступаем. Для того, чтобы связать подошву, я наберу цепочку из 17 петель. Потом я объясню вам, почему именно я решила, что 17 петель. Раз, два. Теперь набрала я 17 петель. Одна петля подъема. И во вторую петлю от петли подъема провязываю 2 столбика без накида. Раз, два. Затем я провяжу 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. 5 столбиков, вернее 5 полустолбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. И 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. В последнюю петлю, она же начальная, я с нее начинала вязать цепочку, я провязываю 6 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6. Петелька растянулась, я ее подтягиваю, поскольку это наборная петля, и она имеет способность растягиваться. Я ее подтянула и начинаю провязывать в обратном порядке от мыска к пятке 5 столбиков с накидом, 5 полустолбиков с накидом и 5 столбиков без накида. Провязала я от мыска до пяточки 5 столбиков с накидом, 5 полустолбиков с накидом и 5 столбиков без накида. При этом я ввязывала кончик, чтобы он не болтался. Теперь мы помним, что у меня на пяточке 2 столбика с накида, без накида. Провязываю еще один столбик без накида в эту же петлю, в которую были провязаны первые 2. Соединительная петля,
Теперь я провяжу 2 столбика с накидом в каждую, по 2 столбика с накидом в каждую петлю, вернее в каждый столбик на пяточке. Здесь у меня 2 столбика с этой стороны, значит я провязываю 4 столбика с накидом. Первое, это у меня 3 петли подъема, они заменяют 1 столбик с накидом. Вторую петлю я провязываю 2 столбика с накидом. Дальше я вяжу до мыска по столбику с накидом в каждую петлю нижнего ряда, довяжу до мыска, потом покажу, что я буду делать дальше. Провязала 15 столбиков с накидом. Теперь в каждый столбик нижнего ряда на мыске я провязываю по 2 столбика с накидом. То есть у меня идет закругление мыска, точно так же, как и на пяточке, увеличивается количество петель, потому что если не увеличивать количество петель, а вязать точно так же, как и в первом ряду, у меня просто все скрутится в трубочку. Таким образом сожмется. Для этого мы расширяем. Итого у меня получится на мыске уже 12 столбиков. 12 столбиков на мыске провязаны. Теперь надо провязать 15 столбиков по обратной стороне. 15 столбиков с накидом, двигаясь к пятке. Провязала я 15 столбиков с накидом. Теперь уже на пяточке я провязываю в столбик без накида при нижнем ряду 2 столбика с накидом. Соединительная петля, верхнюю петлю 3 петель подъема, которая нам заменяет столбик с накидом. Итого у нас получается на пяточке уже 6 столбиков с накидом, 3 петли подъема. Сюда же, куда я провязывала соединительную петлю, я провязываю еще столбик с накидом. И теперь еще 3 раза столбик с накидом в каждую петлю. Раз, два столбика с накидом и 3. То есть в каждый столбик нижнего ряда я провязываю по 2 столбика с накидом. В результате у меня получилось 1, 2, 3, 4, 8 столбиков с накидом. Теперь двигаюсь по направлению к мыску, провязываю 15 столбиков с накидом. Это у меня уже 3-й ряд при вывязывании. Провязала 15 столбиков. И опять мне надо вывязывать мысок подошвы. В первый столбик нижнего ряда я провязываю 2 столбика с накидом, во второй 1. То есть мне надо сделать на мыске 6 прибавок. Так как у меня здесь уже 12 столбиков с накидом, я буду через 1 столбик делать 2 столбика, 1, 2, 1. Опять 2 столбика с накидом в 1 в столбик нижнего ряда. В следующий 1 столбик нижнего ряда. 2 столбика в одну петлю нижнего ряда. 1 столбик с накидом в петлю нижнего ряда. И так я провяжу все петли мыска, чередуя 2, 1, 2, 1. Остались у меня еще 2 петли на мыске не провязанные. Я провязываю в одну из них 2 столбика с накидом. В последнюю петлю 1 столбик с накидом. То есть я начинала провязывать с 2 столбиков, закончила 1. У меня получилось 6 прибавок на мыске.
теперь провязываем 15 столбиков с накидом. Провязала 15 столбиков с накидом. Теперь в каждую столбик нижнего ряда я провязываю по 2 столбика с накидом. Тут у меня 2 столбика, значит 4 столбика с накидом я провязываю. Соединительная петля, последнюю петлю петель подъема, 3 петли подъема, сюда же я провязываю столбик с накидом, это у нас 4-й ряд. Следующий у меня 1 столбик с накидом в следующий столбик нижнего ряда, 2 столбика с накидом в столбик нижнего ряда, 1 столбик, тоже чередую 1, 2, 1, 2. В каждый столбик нижнего ряда на пяточки я провязываю. Именно только столбики пяточки. Последним я провязываю 1 столбик с накидом в нижний столбик ряда, вернее в нижний ряд пятки. Теперь 15 петель. 15 петель это, вернее 15 столбиков с накидом, это неизменные. Если на пятки и на мыски у нас меняется, мы увеличиваем, расширяем, то в промежутках по ровной части мы вяжем все время одно и то же количество столбиков. Не больше, не меньше. Ввязываем мысок. В первый столбик провязываю 2 столбика с накидом. На мыске надо сделать 6 прибавок. Поэтому теперь у нас получается такой алгоритм провязывания. 2 столбика в нижний ряд, в столбик нижнего ряда. В следующий столбик я провязываю 1 столбик. И в следующий тоже 1. То есть 2 столбика с накидом, 2 столбика с накидом в нижний столбик нижнего ряда. И по одному 2 раза в следующие 2 столбика. То есть вот 2 столбика я провязала в одну петлю нижнего ряда. Теперь по одному столбику 2 раза. Раз, 2. 2 столбика в одну петлю нижнего ряда. 2 раза по одному. Раз, 2. То есть у нас должно сохраниться количество прибавок. 6 прибавок. Заканчиваю провязывать мысок. Последние провязанные столбики это по 2 столбика, вернее, 2 столбика по одному в каждую петлю. Теперь провязать 15 столбиков до пятки. Довязала я до пятки. Так как я заканчивала пятку одним столбиком в нижний ряд, здесь я начинаю 2 столбика в одну петлю нижнего ряда. Следующий у меня 1 столбик, 2 столбика, нижний ряд, и 1 столбик. Все, считаем, что подошву я вязать закончила. Теперь я вытягиваю ниточку, обрезаю ее и в третью петлю подъема протягиваю нитку, потом снизу я захожу в петлю, в последнюю петлю мою провязанную, протягиваю туда кончик, и у меня получается ложная петля. И потом я ее прячу. В дальнейшем она будет у меня ввязана уже в изделие.
Все. Теперь я хочу вам объяснить, почему я набирала именно 17 петель. 17 петель я набирала, потому что это у меня получается. Вот смотрите, у меня вот мысок, вот пятка. Это начало и конец моих наборных ниток, вернее, наборного края. У меня получается 6 сантиметров. Мне надо было не обязательно прям 17 петель. Мне надо было набрать 6 сантиметров. Для чего? У меня ширина мыска 5 сантиметров, а сама подошва должна быть 11 сантиметров. Вот меряем. 11 сантиметров. Ну, чуть-чуть там не доходит до 11 сантиметров. Оно еще потянется, уляжется, будет 11 сантиметров. Я таким образом рассчитываю, какую длину цепочки мне надо набрать. Если мне нужно связать подошву, например, 11 сантиметров, шириной 5 сантиметров, я от 11 отнимаю 5, у меня получается 6. То есть цепочка, набранная первоначально, должна быть 6 сантиметров. И за счет обвязки по кругу у меня получится тот размер, который мне нужен. Для чего я вам это рассказываю? Вам не обязательно вязать на 11 сантиметров. Вы можете связать и 12, и 9, и 10 сантиметров подошву. Но таким образом приблизительно так рассчитывается. Это не четко получается. Вы уже потом, когда будете вязать последний ряд, вы увидите, укладываетесь вы в свои параметры или нет. И тогда вам придется либо связать последний ряд столбиками просто без накида, либо полустолбиками с накидом, или так, как я, в столбике с накидом, чтобы вы вошли в те параметры, которые вам нужны. Тогда уже можно будет подрегулировать, потому что вязание у каждого разная плотность. Иногда даже бывает, когда вяжешь один день вяжешь одну подошву, на второй день другую, вроде делаешь все то же самое, но подошва разная по размеру. Желательно их вязать одинаково, в один и тот же день, сразу же одну за другой. Так, все, подошва у нас связана. Теперь мне надо связать бортик. Бортик примерно должен получиться 2 сантиметра. Вот, 2 сантиметра бортик. У меня это составило 6 рядов. Но у вас может быть больше, может быть меньше. Это в зависимости от толщины нити и плотности вязания. У меня 6 рядов. Значит, что я делаю? Складываю подошву по серединке. Нахожу центральную петлю на пятке. Подошву держу лицевой стороной к себе. Беру уже нить другого цвета и начинаю за дальнюю полупетлю провязывать столбиками без накида. Вытягиваю петлю сюда на лицевую сторону. Петля подъема. Это у меня считается уже столбик без накида. И в каждую петлю подошвы за заднюю полупетлю провязываю столбики без накида. При этом, конечно, я ввязываю кончик. Итак, я провяжу 6 рядов по кругу, дойду до начала, соединительная петля, петля подъема и опять. То есть 6 рядов таким образом я провяжу. Провязала я 6 рядов бортика, что у меня составило 2 сантиметра. Затем я высчитала, сколько мне надо петель для мыска. Я всегда считаю, что для мыска мне надо 1/3 от общего количества петель. У меня всего 72 петли, значит разделить на 3 у меня получается 24. Значит мне на мысок надо 24 петли. Сложила пополам по подошве ровненько
И так как у меня количество петель четное, то у меня я нашла 2 центральные петли. В одну сторону считала 12 и в другую 12. Итого у меня получилось 24 петли. Естественно, чтобы проверить, правильно ли я рассчитала, я посчитала оставшиеся петли. От центра подошвы, вернее бортика, в одну сторону у меня 24 и в другую 24. То есть 3 раза по 24, 72. Зачем я это вам так нудно и долго объясняю? Это для того, чтобы вы не придерживались тех мерок и того количества петель, которые выбираю я. Это для того, чтобы вы могли рассчитать количество петель на свой размер, который вы будете вязать. Вернее, не на свой, а на размер той ножки, на которую вы будете вязать. У вас может получиться больше петель, может получиться меньше петель, потому что, еще раз повторяю, пряжа разная, крючок может быть больше, может меньше, и, естественно, плотность тоже. И поэтому у нас может получиться с вами разное количество петель. Вам надо немножко большую подошву, немножко меньше подошву и так далее. И вы, чтобы не привязывались к моим расчетам, вернее, к моему количеству петель, вы просто рассчитаете это для себя, чтобы вы не заморачивались. Если я сказала, что у меня 24 петля, а вы будете вязать на размер меньше или размер больше, возьмете 24 петли, ну, это получится немножко не то. Все, долго наговорила, приступаем к вязанию. Так, теперь я буду вывязывать задник, я его немножко буду поднимать. Для этого я провяжу столбики с накидом. В данном случае я должна провязать 2-4 столбика с накидом. 1, 2, 3. Это петля, 3 петли подъема. И до маркера я провяжу 24 столбика с накидом. Довязала я до маркера. Снимаю маркер и начинаю уже вывязывать мысок с убавлениями. Провязываю столбик незаконченный. То есть у меня сейчас на спице, вернее на крючке, на крючке 2 петли. В следующую петлю провязываю еще 1 столбик с накидом. И уже эти 2 столбика заканчиваю. То есть провязываю 2 столбика с одной вершиной. 1 столбик с накидом. Следующее у меня опять идет сокращение. 2 столбика с общей вершиной. Следующий 1 столбик с накидом. Два столбика с общей вершиной. Один столбик с накидом. Так, я сделала уже 1, 2, 3. Сейчас делаю 4-ю убавочку, то есть 2 столбика с общей вершиной, 2 столбика с накидом с общей вершиной. Теперь я провязываю 2 столбика с накидом, обычные 2 столбика с накидом, и теперь начинаю симметрично провязывать убавки. 2 столбика с общей вершиной, 1 столбик с накидом, 2 столбика с общей вершиной, то есть мы их провязываем. Первый столбик не законченный, второй провязываем и вместе потом их соединяем. 1 столбик с накидом, 2 столбика с общей вершиной, то есть убавка,
1 столбик с накидом, раз, два, три убавки сделала, снимаю маркер, и здесь у меня уже будет последняя 4-я убавка с этой стороны. То есть всего я сделала 8 убавок на мыске. Теперь я провязываю 24 столбика с накидом до центра задника. Второй ряд вывязывания мыска. 3 петли подъема. Эти 3 петли подъема считаются столбиком с накидом. И еще 8 столбиков, то есть в общей сложности 9 столбиков с накидом я провязываю. Провязала 9 столбиков с накидом. Теперь 8 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 и 7 столбиков с накидом. В дальнейшем это у нас тут будет место для шнуровки. Задник выше, потом немножко опускается, делается углубление, а потом уже у нас идет подготовка к провязыванию места для шнуровки. 7 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вот первая убавка, которую я провязывала в предыдущем ряду. Что я делаю теперь? 2 столбика с общей вершиной. То есть первый столбик я не довязываю, потом провязываю второй и провязываю их вместе. 1 столбик с накидом. 2 столбика с накидом с общей вершиной. 1 столбик с накидом, 2 столбика с общей вершиной, это уже я в центре провязываю, и еще один раз 2 столбика с общей вершиной. Там, где у нас было просто 2 столбика с накидом, здесь мы уже провязываем 2 столбика с общей вершиной в центре. 1 столбик с накидом, 2 столбика, то есть симметрично провязываю 2 столбика с общей вершиной, 1 столбик с накидом, 2 столбика с общей вершиной. То есть здесь у нас получилось 6 убавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 убавок. Дальше симметрично провязываю 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 столбиков без накида.
Раз, два. В общем, 8 столбиков без накида, а потом те же самые 9 столбиков с накидом и подойдем к центру задника. Соединительная петля, верхнюю петлю петель подъема в третью петлю. Теперь я вывязываю уже третий ряд мыска. 8, так, 3 воздушные петли подъема, они же считаются у меня одним столбиком с накидом, и 8 столбиков с накидом. Мы немножко закругляем, чтобы не так резко было, у нас не такой резко квадратный был задник, а чтобы он немножко был закругленный. Я здесь уменьшаю немножко столбик на один столбик с накидом, вернее, с этой стороны один столбик с накидом и второй стороны столбик с накидом. И получится немножко округло. Если я провяжу тут тоже 9, и у меня получится просто квадратный задник. Но для того, чтобы его немножко скруглить, я провяжу в этом ряду 8 столбиков с накидом, учитывая 3 петли столбиков с накидом. Теперь я провязываю 8 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 8 столбик без накида. Теперь 8 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вот как у нас получается вот эта выемка, видите, немножко закруглилась. Если бы я провязала так, как и раньше, 9 и 7, у меня тут получилось просто квадрат. А так какая-то округлая, как у настоящей обуви, выемочка. Теперь я провяжу 5 раз столбики с накидом с общей вершиной. Раз, два. То есть я провязываю 5 раз столбики с накидом с общей вершиной. 3, 4, 5. Вот у нас совсем уже закруглился мысок. Дальше я продолжаю симметрично этому бортику. 8 столбиков с накидом, 8 столбиков без накида и 8 столбиков опять с накидом. Вот такой вид приобретает уже наш кроссовок. Теперь вывязывание мыска я уже закончила. Сейчас я провяжу обвязку столбиками без накида. Провяжу 23 столбика без накида, потом 7 столбиков без накида за переднюю полупетлю и опять 23 столбика без накида. Для чего я так буду провязывать столбики, 7 столбиков за переднюю петлю? Для того, чтобы потом связать язычок. Язычок я буду связать за ту петлю, вернее полупетлю петли за заднюю, которая у нас была неиспользована при провязывании столбиков без накида. Я буду набирать петли для провязывания язычка. Потом я вам это покажу. Надеюсь,
Вы поняли, что я сейчас сделаю. 23 петли, вернее 23 столбика без накида, 7 столбиков без накида за переднюю часть полупетли и 23 столбика обвязала столбиками без накида, вытягиваю петлю и обрезаю. Потом я ее спрячу, кончик. А теперь я начинаю вывязывать язычок. Сейчас я покажу, как я это буду делать. Выворачиваю наизнанку. Вот мои полупетли, которые я их оставляла не провязанные. Вот она, первая полупетля. Я присоединяю нитку. Кончик буду ввязывать. 3 петли подъема. Раз. Да что такое? 2, 3. Сюда же в эту петельку провязываю столбик с накидом. Дальше я провязываю в каждую полупетельку 5 столбиков, вернее в каждую петельку 5 раз по столбику с накидом. Это у меня будет 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, 5. И в последнюю 7-ю петлю я провязываю 2 столбика с накидом. Раз, два. То есть у меня сейчас уже 9 столбиков с накидом. Петля подъема, разворачиваюсь и провязываю 9 столбиков без накида. Провязала я 9 столбиков без накида. 3 петли подъема. Раз, два, три. Поворачиваю вязание. В первый столбик провязываю, вернее, в первый столбик без накида нижнего ряда провязываю столбик с накидом. Затем 7 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И в последний столбик провязываю 2 столбика с накидом. То есть у меня теперь 11 столбиков с накидом. Петля подъема, разворачиваюсь и провязываю 11 столбиков без накида. Раз, два. 11 столбиков без накида провязаны. 3 петли подъема. Разворачиваю вязание. В первый столбик я провязываю столбик с накидом, то есть у меня получается 2 столбика с накидом в первый столбик. Теперь провязываю 9 столбиков с накидом. Раз, два. В последний столбик нижнего ряда я провязываю 2 столбика с накидом. В итоге у меня получается уже 13 столбиков. Петля подъема, разворачиваю вязание и провязываю 13 столбиков без накида. Развернула вязание, 3 петли подъема. В первый столбик я провязываю столбик с накидом, то есть у меня уже 2 столбика.
Потом я провязываю 9 столбиков, 11 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И опять 2 столбика с накидом в одну петлю. 1, 2. В результате у меня получилось 15 столбиков с накидом. Петля подъема, разворачиваюсь, 15 столбиков без накида. Завершающий ряд, 3 петли подъема и 15 столбиков с накидом. 3 петли подъема мне заменяют 1 столбик. И теперь я провязываю 15 столбиков. Здесь уже прибавку я не делаю, здесь просто провязываю 15 столбиков с накидом. Вот он мой мини-кроссовок. Теперь осталось связать шнурок и зашнуровать. Как я буду вязать шнурок? Для этого я возьму 2 цвета нити. Молочную, такую, как я вязала подошву, и синюю рабочую. На молочной я делаю петельку, затем завожу крючок под синюю нитку, перекручиваю и протягиваю через петельку из синей нити и из молочной петлю. Опять точно так же завожу петлю под синюю нить и протягиваю петлю. Синяя, бежевая, и через 2 петли вытягиваю петельку. Синяя, бежевая или молочная, как я сказала, вытягиваю петлю. Синяя, молочная, через 2 петли протягиваю петлю. Вот получается у нас такой двухцветный шнурочек. И я вяжу на ту длину, что мне надо. У меня шнурок должен быть 45 сантиметров. Вот таким образом я вывязываю шнурочек. Еще раз. Завела под синюю, немножко ее разворачиваю, подхватываю молочную и через 2 петли протягиваю нить. Самое главное сделать первые петли, и потом все пойдет как по маслу. Вот такой шнурок двухцветный. Связала я шнурок. Кончики завязала узелком, как можно ближе к самому шнурочку, и обрезала не полностью, но немножко оставила с одной стороны и со второй. Теперь осталось зашнуровать кроссовки. И вот как раз у нас теперь пригодится те 7-8 столбиков, которые мы вязали с накидом перед мыском. Равномерно распределить, между какими столбиками будет заводиться шнурочек с одной стороны и со второй, и зашнуровать, как обычно мы шнуруем свою обувь. Вот у меня уже один зашнурован таким образом. Точно так же я зашнурую и второй. Ну вот и все, готовы мои кроссы. Кроссовочки. Можно
уже играть в футбол. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, спрашивайте, если что непонятно, я обязательно отвечу. Кроссовки можно связать другого цвета, можно связать для девочки. Одним словом, на что способна ваша фантазия. На этом я буду с вами прощаться. Берегите себя, своих родных и близких. Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.